Ну что, за последнее время ко мне уже несколько раз заходили в личку с одним и тем же приблизительно вопросом. Звучит он как «Где найти информацию по моделям?» А именно, наверное, лучше это даже переформулировать как «Где можно достать информацию о том, какие модели хороши в каких задачах?» Вот так. Вот так, наверное, это можно переформулировать. А, Полностью и однозначно я ответить на этот вопрос не могу. Каждый раз пытался расписать по-своему, но условно, наверное, я могу дать два ответа на этот вопрос. Сегодня в рамках ролика этого постараюсь это сделать. Я могу ошибаться, буду исходить из своего личного опыта, поэтому обязательно, если я где-то ошибаюсь, приходите, напишите, пообщаемся с вами. Буду очень рад научиться чему-то новому, если вдруг где-то ошибаюсь. Ну, а мы поехали. Есть два варианта ответа, как я сказал. Первый вариант ответа простой, второй вариант ответа сложный. Простой звучит так. Пользуйтесь экспертным мнением. Экспертное мнение может быть разное. Один из очевидных источников – это какие-то люди, которые занимаются приблизительно вашими задачами, может быть, в рамках вашей специализации, работой с модельками и предоставляют какие-то ролики со сравнением, например, моделек. Поищите, посмотрите, может быть, что-то там есть из этого интересное. Сейчас много кто этим занимается, я не буду конкретных имен называть, потому что я просто не знаю, какая у вас специализация в рамках вашей работы. А в рамках своей специализации по программированию я никого не буду рекомендовать по причине того, что мне не нравятся эти сравнения во многих случаях. Надо тут пояснить, почему мне они не нравятся. Часто такие сравнения делаются в формате одного промпта. Берут две модели, пишут один промпт, и промпт выглядит, например, так. Напиши мне GTA. Сделай мне GTA. Ну, понятно, что я утрирую, и это упрощенный вариант, там чуть побольше он, конечно, этот промпт, но смысл такой. И далеко не одного я видел человека на том же YouTube, кто занимается подобными сравнениями. Они интересны в целом, конечно, потому что можно посмотреть, что в конечном счете получится, насколько много это токенов съедало, сколько денег на это потрачено было и сколько заняло в секундах, минутах, часах и так далее. Но на практике я такими задачами никогда не занимался и, наверное, заниматься не буду. Да и сам факт того, что до сих пор ждут GTA 5, GTA 6, я немножко отстал от жизни, а GTA 6 ждут, намекает на то, что до сих пор еще не научились модельки делать такой уровень результата. Поэтому, конечно, это все не очень интересно. Гранулярность очень большая. Это запрос, который подразумевает то, что большие элементы бизнес-логики, которые важны в реальной работе, упускаются. Я с такой степенью гранулярности не работаю. Я работаю с более мелкими задачами, которые касаются каких-то фич, исправлений, багов и так далее, но они так не звучат никогда. Поэтому я никого рекомендовать не буду, хотя, посмотрите сами, если у кого-то найдете. Может быть, вам экспертное мнение кого-то подойдет здесь. Я из экспертного мнения хочу отметить Onslaught. Это пусть и не отдельный человек, как целая компания, но они занимаются из самого интересного для меня квантованием моделей, а именно они берут большие модельки и делают из них модельки поменьше по размеру. Это упрощенное описание, но это смысл общей квантования. То есть взять большой объем, например, моделька весит 500 гигабайт, они делают из нее там 200 гигабайт модельку, которую можно будет запустить на большем количестве железа. Мне они интересны именно потому, что это квантование позволяет локально запускать многие модели, которые нельзя было бы без этого квантования запускать. И то, что они работают напрямую с компаниями, которые модели выпускают часто. Это значит, что они могут взять модель, попробовать ее проквантовать, запустить свой бенчмарк, посмотреть, какие результаты получаются, свериться с людьми, которые эту модель делали, и на основе этого потом выпускать свои гуфы, например. И такая работа сама по себе требует, чтобы вы очень аккуратно подходили к бенчмаркингу и к вопросам того, как правильно эти модели запускать. Что они рассматривают в своем блоге. Вот если зайти к ним на сайт Onslaught, у них есть тут ссылочка на блог на их. Тут можно почитать про модельки, с которыми они работают, как они рекомендуют их запускать, какие параметры они рекомендуют для них, где модели хороши, в каких случаях, может быть, какие-то баги есть. Раньше было багов некоторое количество, и для некоторых моделей можно их найти. Ну и какие-то особенности запуска работы, вот там с PyTorch, например, как запускать их экосистему и так далее, и так далее. Из моделей, опять же, не ручаюсь за другие сферы, кроме как свою, за разработку. Это Kimi K3, JLM 5.2, DeepSeek V4, Diffusion Gemma, Gemma 4, Qwen 3.6. Вы поняли, все, что на слуху, вот оно все обычно здесь появляется.
Это не проходные модели. Все, что они здесь публикуют, действительно имеет смысл посмотреть. Потому что ребята знают, чем занимаются однозначно. Я вижу то, что большинство того, что я брал у них из их продуктов, оно все работало, и у меня проблем практически никогда не вызывало. Единственный вопрос у меня есть к модели Olma, которую они выпускали, но она даже здесь не упомянута. В этом блоге, мне кажется, это был какой-то тестовый подход у них к ней. Она почему-то у меня до сих пор не работает так, как должна. В остальном очень рекомендую почитать. Все модели, которые здесь есть, по крайней мере, для разработки, я могу точно с уверенностью сказать, то, что интересно и имеет смысл посмотреть. Ну, кроме разве что каких-то отдельно стоящих вариантов типа Diffusion Gem. Diffusion Gem пока тяжело локально запускать. Не все решения позволяют просто так из коробки это сделать. То есть Llama CPP, например, тот же самый нужно, по-моему, пока еще надо компилировать со специальными флажками, чтобы Diffusion модели запускать. Ну, идем дальше. Из дополнительных источников информации есть, конечно, какие-то бенчмарки. Бенчмарки – это часто для меня попугаи, которые делаются с какой-то целью, показать, что модель какая-то где-то хороша, с какими-то там справочными знаниями, но по большому счету мне это не интересно. Да и часто тот набор данных, который используют для оценки, он закрытый. И это является частью проблемы того, что я не могу всегда доверять этим бенчмаркам, что они просто публикуются, а что там было в них, я не знаю просто. Это и хорошо, и плохо с разных сторон. Хорошо это потому, что компании, которые делают модели, не могут на них часто натренировать, на этих вопросах натренировать модельку свою. С другой стороны, это плохо, потому что я, например, как отдельный участник и пользователь модели какой-то, не могу посмотреть на то, что же там были за вопросы. И я не говорю это конкретно про данный случай с Artificial Analysis, но в целом часто попадаются такие бенчмарки закрытые. Мы еще на один посмотрим такой пример чуть позже. Если, может быть, что-то интересное здесь будет для вас, что-то релевантное, посмотрите, может быть, здесь что-то будет полезное. LLM Stats тоже часто попадается. Мне вижу, что есть интересная информация здесь, но, опять же, те же самые бенчмарки общие. Не вижу в них большой ценности для себя. Может быть, вам что-то здесь будет полезно. Куда более полезно, на мой взгляд, начиная вот что-то с Kilo. У Kilo есть свой бенчмарк, и они все модели, которые есть, разделяют на 4 квадранта. Научиться поговорить когда-нибудь, господи. 4 квадранта. Бюджетные опции у нас находятся слева сверху, справа сверху лучшие по соотношению цена-стоимость модели. Справа снизу модели, которые самые дорогие, но при этом хороший результат дают. Ну, то есть, понятное дело, что оставшийся 1 квадрант – это вообще бестолковые модели часто, которые не имеет смысла смотреть. Там только одна модель висит – это NVIDIA. Модель от NVIDIA. Нас интересует обычно квадрант, который вот справа сверху, где модельки лежат. Там же вот вы можете увидеть GLM5.2, Kimi K3, там будет те же самые, и другие варианты типа 2.7 и так далее. В целом, там самые интересные модельки, те же самые практически, что и были у Onslaught, вполне коррелируют здесь каким-то образом и бенчмарк, который делают в Kilo, и то, что есть у Onslaught. Вы можете посмотреть, у них есть даже и... Мы смотрели в одном из предыдущих видео про open weight versus open source модели. Есть специально open source раздел, где вы можете посмотреть, но часто это не open source, а open weight модели, на всякий случай напоминаю. Кроме этого, у них есть здесь ссылка на их bench. Самая важная вещь, которую нужно увидеть в этом, это то, что бенчмарк этот проприетарный. Он проприетарный, он не открытый. И опять же, я не могу сделать какие-то выводы про то, насколько хорош действительно этот бенчмарк на основе вот того, что он проприетарный. Очень жаль, но, тем не менее, в этом есть определенные плюсы. Из данных, которые... Все еще это мы простой вариант ответа рассматриваем. Из данных, которые есть интересные, которые больше похожи на реальные, это данные из OpenRouter. Это не данные по бенчмаркам, но это данные по использованию. То есть вы тут можете посмотреть то, что сейчас используется. То есть
есть люди, которые пользуются OpenRouter, и OpenRouter просто логирует информацию общую. Я так понимаю, он не логирует ваши запросы, хотя там зависит все от провайдера, наверное, сам провайдер может логировать. Но самому OpenRouter это не очень интересно. Ему интересно, какие модели используются, какими инструментами пользуются для того, чтобы работать с моделями, и так далее, и так далее, и так далее. Какие языки программирования, вот здесь вы видите, вот слева есть выбор большой того, что можно посмотреть, что можно почитать, разные варианты моделей, разные модальности, текст, изображение, эмбеддинги, реранки, видео, speech, transcription. Много интересного. Вот внизу в топ-апс, например, будут агенты. То есть вы там можете посмотреть, какими агентами сейчас пользуются, какие в топе, сделать выводы, попробовать самим поработать и так далее. Очень рекомендую посмотреть эту информацию. Здесь можно посмотреть на то, какие популярные. Вот, например, languages – это языки запросов. То есть тут вы можете посмотреть, какие модели часто используют для каких языков запросов. Ну, то есть пойти по течению, посмотреть, что люди сейчас используют, и пользуются приблизительно тем же самым, например. Тоже полезный подход. Иногда для совсем начинающих очень может быть полезно. Посмотрите. Может быть, здесь есть информация, которая вам нужна будет. Кроме того, есть просто тут другая вкладочка. Если это вкладочка Rankings, то у OpenRouter есть вкладочка Models. Хоп, закроем, чтобы не мешало нам. В Models здесь есть слева выпадающая менюшка такая в категориях. Здесь есть разные категории. Вы можете посмотреть, какие модели есть в каких категориях. И есть, соответственно, тут вот сортировки. Потому что вам интересно от стоимости и заканчивая какими-то вариантами с и умом модели, intelligence модели. Вот. Тоже посмотрите, интересные вещи здесь есть. В целом почитать, посмотреть, прикинуть, что, может быть, из этого вам подходит. Потому что все-таки, будем честны, стоимость моделей, особенно облачных, это тоже важная вещь. Для локальных моделей это менее важно, потому что обычно выбираешь из того, что у тебя уже есть по объему, что ты можешь загрузить на свое устройство. А вот с облачными там нужно, конечно, деньги уже считать. Это другая совсем история. Но еще один источник информации, который есть, полезный, на мой взгляд, это Hugging Face. Hugging Face, заходите у них в модели и сортируйте по трендам. Вот здесь есть сортировка по трендингу, это по умолчанию. Здесь будут просто представлены модели, которые сейчас популярны, которые загружают, и с ними работают. Вот, например, Kimi K3, опять же, здесь вот опять проплывает. То есть модель интересная, однозначно нужно посмотреть на нее. GLM 5.2 вот внизу тут видно, ну и так далее. То есть можно посмотреть. Если вы хотите для каких-то конкретных инструментов, которыми вы будете запускать что-то, вот, например, выбирайте Llama CPP, и, пожалуйста, вот здесь есть какие-то модели, которые можно загрузить вам локально. Вот даже вот Onslaught, Kimi K3, GGUF, вот он здесь как раз появляется. Те самые ребята из Onslaught, про которых я рассказывал в начале. Это был сейчас все простой вариант ответа. Есть сложный вариант ответа, и он звучит так. Вам нужно пробовать самим. Потому что универсального ответа для вопроса, какая модель мне подойдет для моих задач, нет. Модели – это черный ящик, недетерминированный. Каждый раз он может вам давать разный ответ, если вы буквально одну букву поменяете в промпте в своем запросе. И поэтому, как бы мне не хотелось бы сказать, что все очень просто и легко, и действительно можно посмотреть на эти бенчмарки какие-то и ранкинги. Не все так просто, и надо опытным путем искать, какая модель вам подходит по стилю общения даже. Какие-то модели, например, одному стилю общения не будут подходить, а другому будут подходить, потому что очень-очень-очень много всего зависит от этого. Например, если вы запускаете какого-то агента, агенты часто вставляют в initial prompt, в такой AKI-системный промпт, который вы обычно не видите, но который где-то там за кулисами устанавливает для модели, как нужно модели общаться, так, чтобы агент понял потом ее ответы и мог какие-то дополнительные инструменты предоставлять. И с точки зрения интерфейса для пользователя в этом initial prompt могут быть вещи, которые каждый раз будут менять ответ одной и той же модели. Вот, например, предыдущий ролик, который я записывал про скрипт, который мы делали с помощью Qwen 3.6.27b, каждый раз я получал разный скрипт, даже если я старался максимально близкие делать промпты. И даже если делать те же самые промпты, иногда бывают различия в ответах. Потому что где-то, например, когда вам этот initial prompt системный для
агент посылает для модели, в этом системном промпте может, например, быть дата, время. Это буквально один символ отличается или два. А результаты работы модели могут быть достаточно разными. Настолько разными, что вы можете получить абсолютно разный код в конце. И это только время. Если говорить про что-то, что с вашими промптами, естественно, где-то я точку поставил, где-то я точку не поставил. Ну, это я условно утрирую. Понятно, что точку можно вообще выкинуть из контекста, когда токенизация происходит. Но если говорить про какие-то фразы, там где-то я артикль поставил, где-то не поставил. Вот артикль куда более важная вещь. Или где-то я, например, по одному написал один глагол, где-то другой глагол использовал. Или существительное по-другому написал. Ну, совсем по-разному все будет работать. И нельзя поэтому, вот, к сожалению, сказать, что да, вот это будет работать. Просто потому что один человек по одному пишет промпты, а другой по-другому. Придется учиться на своем опыте. Вот как-то так. Да, хотелось бы сказать, что да, вот это хорошо, но нет. Есть какие-то модели популярные, которые сейчас используются. Есть экспертное мнение в рамках вашего домена, вашей предметной области. И есть ваш личный опыт. И чем больше у вас личного опыта, тем, конечно, вы сами будете лучше понимать, какие модели подходят вам или нет. Поэтому я рекомендую вам попробовать разные модели, поработать с разными моделями. Ну, не знаю, один день на одной модельке попробовать поработать, другой день на другой модельке поработать, попробовать приблизительно с одним типом задач. Так понять, например, какая больше вам подходит. Ну и учитывать, конечно, стоимость моделей, возможности, которые у вас есть в них, каждый из них. И, надеюсь, все получится. Ну, а на этом все. Вам спасибо огромное за внимание. Надеюсь, что-нибудь из этого было полезно. Ну, а мы еще увидимся. Пока.